Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. События будущего. Что ждет? Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 июля. Давайте узнаем, так что же ждет? Что подскажут карты для вашего знака зодиака? Как будут развиваться события? Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И глядя на метафору карт, какие-то подсказки вы получите. Планетарно же для вас очень добрый период обещается, мои дорогие. Поэтому чего-то и не упустить. О как! Какие-то завершить нужно, может быть, пустые ожидания, пустые хлопоты. Не ждать того, кто не придет. Или если был какой-то конфликт, да, с конкретным человеком, или было разочарование, принять правду, какой она есть, чтобы нас это внутреннее состояние не разрушало. Почему я так говорю? Вы более так холодно, девятка пентаклей, отстраненно будете видеть многие вещи. Если как цепляло за живое, да, или что-то вас вот действительно цепляло, а вот теперь нет. Поэтому даже где вы, допустим, совершили какую-то ошибку, или та история, которая вас долго держала как, ну, в оковах, в цепях каких-то, вот от этого всего можно освободиться. Вообще рационализм. Девятка пентаклей, карта, ну, как и денег, так и одновременно самодостаточного человека. И определенная холодность суждений идет по этой карте. Но давайте узнаем, вот интересно. Достанем 3 карты. Кто или что спешит в вашу жизнь? Это у нас колода Таро Висконти. И я так думаю, что дадут нам подсказки. Так, я часто использую эту колоду, точнее, для себя, но редко в общих раскладах. Итак, кто или что спешит в вашу жизнь? По сути дела, события будущего. И давайте дополним. Или раскроем каждую карту и зададим в связи с первым рядом карт такой вопрос. Что случится или произойдет? С чем это будет связано, если мы говорим, кто или что спешит в вашу жизнь? Может быть, и просто нам сферы жизни покажут, где вы будете принимать важные решения. Или это будет еще там с какими-то событиями связано извне, к примеру. Помним, у нас 7 числа Уран в Близнецах. И это ломка шаблона. А дальше мы зададим такой вопрос. Поскольку мы предполагаем, с учетом планетарных транзитов, может быть некоторое дежавю. Так вот, в чем вы поставили точку? А оказалось многоточие или запятая. И к чему это все идет? Что будет меняться, мои дорогие стрельцы, с первых дней июля? И посмотрим энергии по основным сферам жизни. И первая карта – это сфера достижений, работы, учебы, документов, у кого что. Энергия денег, финансы, любовь и личная жизнь. Так что же или кто же спешит в вашу жизнь? Вы знаете, тут как может быть, кстати, тот человек, который какое-то время был закрыт или какое-то время не хотел даже, ну, условно, общаться, или, может быть, и обиды какие-то были. Кстати, я не могу даже сказать, что и вы настроены на то, чтобы, ну, вот, быстро как-то расширять горизонты своего общения. По девятке жезлов мы делаем аккуратные шаги. Да, тут завершается какая-то обособленность. Или та история, когда вы, может быть, закрылись от контактов с конкретным человеком. Может быть, человек и спешит, но, может быть, и вы подводите важные итоги. Смотрите, 2 девятки. Первая девятка пентаклей, которая перевернулась, и это девятка жезлов. Это карта великой силы, мощи. То есть у вас сейчас большой потенциал, большой ресурс. Но перед тем, как действовать, нужно подумать, куда мы эту силу, энергию, наши таланты приложим. И 2 девятки – перемены, мои дорогие. Девятка – это вибрирующее число. Это можно, если мы перевернем, да? Это может быть что-то, как вашей победой, 6 мы говорим. Но это может быть и одновременно следом за 9 идет уже 10, да? Это уже и подведение итогов, и подготовка к новому периоду. Вот мы все разные, каждый по-своему может ощущать, но я должна сказать, кто или что спешит в вашу жизнь.
Тут что бы или кто бы не спешил, вы на все видите или на все смотрите, имеете свое какое-то суждение, видение. Но я бы сказала, в несколько другом ракурсе, более вот такое хладнокровно продуманное. Вы настроены на то, чтобы себе не навредить. Ну ладно, давайте откроем вторую карту. Вот, может быть, две карты и говорят, что был какой-то период, когда вы были словно в заточении или вот в подвешенном состоянии. Или какая-то ситуация у вас продолжает развиваться. По крайней мере, она не завершилась. Может быть, и вы сами будете выходить из некоторого неудобства. Но неудобно, правда, повешенная карта. И я должна сказать, ведь это сам себя человек подвесил, потому что он как бы пытается рассмотреть какое-то дело или какую-то тему с разных ракурсов, с необычных ракурсов. Но застревать в этом мы не можем надолго. Может быть, это вам уже что-то надоело. Вот это точно. И вы будете делать первые шаги по поводу завершения какой-то очень долго тянущейся проблемы, ситуации, может быть, отношений. Вы на что-то будете решаться. Но совсем не с такими, знаете, быстрыми, скорыми, огненными энергиями, не энергия реванша или какого-то импульса. Да нет, обе карты о продуманности. Ну и предыдущая девятка, мы говорили, да, холодность суждений. То есть здесь вы становитесь даже, я бы сказала, не совсем в ваших энергиях. Вот, может быть, вам и откликается кто-то, а вы будете думать, а зачем мне это нужно? Или какая-то ситуация вас прежде тоже научила, ну, где-то вы, может быть, после пережитых каких-то событий, вы тоже поставили жизнь на паузу. И, видимо, пространство, Вселенная, мои дорогие, вам помогает для того, чтобы вы начали как писать новую историю своей жизненной пьесы. Обе карты об этом, причем более вот так продуманно, когда, может быть, и прежде вы были согласны на какую-то тему, или вас было легко увлечь, мои дорогие, может быть и так. Ну, каким-то идеализмом, к примеру, или какими-то обещаниями, или были надежды, может быть, уже под конец и робкие надежды. Но нет, вот тут какая-то правда, она вас может, ну, может быть, и я не могу сказать, что это как холодный душ, но для вас, вот если что спешит, да, жизнь идет вперед, наверное, и вас подталкивает не застревать надолго. Кто или что спешит. Королева Пентаклей. Эта карта может характеризовать человека, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Но все же мы не рассматриваем с астрологической точки зрения, потому что у многих это, ну, попросту и не совпадает. По этой карте проходят наши близкие. Поэтому кто-то из близких вас может удивить, или кто-то захочет мириться, если была прежде, словно зависшая ситуация, но теперь вы, мои дорогие стрельцы, можете думать, а нужно ли мне это вообще. Или прежде вы о каком-то конкретном человеке, может быть, это родственник, может быть, близкий человек, но была какая-то точка либо невозврата, или когда от вас закрылся человек, вот я такое могу предположить, или когда, наоборот, вы закрылись от какого-то общения. Вот если есть реальная какая-то персона, то может она спешить в вашу жизнь. Или когда вы делаете первые шаги на сближение, если вы, проанализировав что-то, видите, что ну нет, тут в чем-то и я был неправ или не права. По крайней мере, для чего это все нужно? А вам нужно все точки над «и» расставить. Будет такое желание. Будет желание свою жизнь упорядочить. Вот именно больше порядка. И поэтому неважно, какой мы ответ получим, да или нет, я могу сказать, что вас это даже уже, опять же, не цепляет. Вам хочется больше ясности в вашей жизни. По сути дела, энергия королевы Пентакли – это та, которая из любого хаоса создает порядок. Или это карта еще и творческого человека. Когда королева Пентаклей, она задумала, ну, воплотить в жизнь какую-то идею. И она теперь готова над ней работать. Да, она будет что-то просчитывать, максимально приближая к реальности, опять же, как мне это воплотить в жизнь. Она занята собой. Вот я должна сказать, кто бы тут и что бы ни приходило, вы будете пропускать через призму
собственной ценности, мои дорогие стрельцы, или того, стоит мне в этом участвовать или нет. Давайте откроем нижний ряд. Что случится или произойдет, если мы говорим выход из какой-то зоны ограничений или периода ограничений? Король чаш. Все же я тут вижу какая-то тема личной жизни. Ну, как минимум, будет вами переосмыслена. По королю чаш это единственная карта в колоде, которой король чаш умеет правильно распределить чувства, эмоции и какую-то финансовую историю. Может быть, это вы участвовали финансами в каком-то деле. И это часто тоже, кстати, карта человека, который олицетворяет либо вашего партнера по браку, либо, пусть брака нет, но какая-то история, возможно, ну, уже длится долго, или пусть даже, ну, тут ведь у каждого свой срок, но, значит, эти отношения, они не просто как конфетно-букетный период, а тут какие-то были важные разговоры, может быть, и строились вместе планы. Вот поэтому это может быть как и ваш где-то шаг навстречу конкретному человеку, если вы сочтете это нужным. И другой человек, кого вы хорошо знаете. И пусть это будет, я допускаю, повторюсь, может быть и родственник, или партнер по браку, или ваш друг, подруга, неважно, что король. Но есть какое-то взаимодействие по личной истории. Но вы думаете, нужно мне это что-то продолжать или нет? Или нужно мне кого-то ждать или нет? Ничего ведь не происходит и не случается. Тут даже если у вас такое невозмутимое спокойствие будет, мои дорогие, вот по какому-то вопросу, который вас прежде, может быть, на долгое время, как выбил из седла, или когда мы замираем и даже вообще не понимаем, как к этому относиться, что теперь делать. То есть вот была какая-то даже безысходность. А вот теперь рационализм и эмоции. С одной стороны, там, где эмоции, вы понимаете, не нужно туда добавлять, может быть, меркантильности, а в вопросах решения финансов, документов или, ну, какая-то конкретика, да, где требуется рационализм. Вот если я туда добавлю эмоции, вот тогда будет какой-то винегрет. Тут тогда вообще никогда не разберусь и буду долго застревать в какой-то одной точке. А жизнь, она вынуждает идти вперед. Поэтому вот эти две энергии, словно у мага, это вы можете ощущать. Вы что-то тут переоцениваете, я бы сказала. И по девятке жезлов, как куда я буду тратить силы, а есть ли смысл мне откликаться, а что я получу взамен. Вот такие вопросы могут быть. И у кого-то что-то подобное даже с близкими я допускаю. Хорошо. Что случится или произойдет? Опять же, нам семья, ну, десятка пентаклей – это у нас еще вообще благополучие. Здесь и решение финансовых вопросов, даже тех, которые стояли на паузе, или было непонятно, каким образом действовать, решить какой-то вопрос. Правда, мои дорогие стрельцы, ни одной огненной карты. Ну, девятка жезлов, да, жезлы, огонь. Но в данном случае это та искра, которая внутри вас, именно искра. Потому что вспомните вот классические колоды Таро. Чаще человек нам изображен как за забором. И вот он медленно раздвигает эти прутья и делает первые шаги. Вот что-то подобное у вас может быть. Вот из этого подвешенного состояния. Или по какой-то сложной истории. У вас получается что-то решить, я бы сказала. Потому что, в принципе, из трех карт последняя карта именно идет карта как и доброго, и рационального человека одновременно. Человек-практик. То есть, да, есть еще желание, есть, может быть, какие-то мечты, но королева Пентаклей, она, наверное, тем и отличается, что она очень грамотно понимает, что есть мечта, которая может быть воплощена в реальности, а что есть та мечта, которая, ну, она как эйфория. И это ей помогает обустроить свою жизнь. Как и больше порядка привнести в свою жизнь, так и разобраться в некоторых вопросах. Но, значит, для вас вот такой рационально, добро, спокойный период, по крайней мере, с 1 по 10 июля. И посмотрите, было подвешенное состояние, а теперь вы хозяева какой-то ситуации. И действительно, у кого-то это будет ситуация, которая граничит с личной жизнью, и, может быть, это личный проект, все-таки Пентакли. Получение денег конкретно, может быть, той суммы, которая задерживалась. Здесь, значит, что случится, произойдет. Может быть, и вы будете
как решитесь, да, вторичный доход, например. На что-то вы себя организовать новое можете, потому что надоело, опять же, подвешенное состояние. Вот как только вы перестаете ждать, мои дорогие стрельцы, посмотрите, какие чудесные карты, правда, с 1 по 10 июля. Даже если кто-то возвращается, вы на это смотрите словно свежим взглядом, ясным вот таким, и вас тут сложно будет запутать. Все как будто путаницы сами пытаются завершиться. Ну и у вас, я должна сказать, кто или что спешит в вашу жизнь. А вот знаете, у вас спешит та энергия, которая вам помогает выйти из какого-то застоя. И вы, делая первые шаги, уже сразу видите, да, где-то я уже подзастрял, нужно было мне раньше немножко как-то тут переиграть ситуацию, оттолкнуться от самого себя или от самой себя. Оно того стоит. Что случится или произойдет, если мы говорим? Я, кстати, не исключаю, может быть, для некоторых, но одному-двум это важно услышать. Когда, может, с одной стороны, вот история с конкретной персоной, и персона это, может быть, и были какие-то недоговоренности, недопонимания. Конкретный человек может тоже пытаться где-то из-за сожаления исключительно войти заново в вашу жизнь. Все-таки мы дежавю вот это допускаем, правда. Уран тут меняет, ломает шаблоны. Он изменяет и людей. И если, вот смотрите, ну что-то по типу переосмысления или своеобразная трансформация происходит в вашей душе, то в душе каждого из нас тут тоже этот период совпадает с теми энергиями, что нам приходится принять какую-то правду. И у каждого своя правда. И если человек откровенен сам собой, он тоже понимает, эх, елки, что-то сделал неправильно, и, может быть, будет что-то пытаться исправить. Но у нас внизу выпадает аркан нулевой, и поэтому у кого-то может быть, как и обновление, может быть, отношений. Пусть это будет у кого-то по работе. Ну, есть какой-то новый вариант. Или, я бы сказала, кто-то, я также допускаю, как в личной жизни, ну, какое-то общение может быть продолжено. Надолго ли? Или на какой-то короткий период? Карты нам не говорят, потому что нулевой аркан. Здесь, конечно, не замечтаться будет очень важно. Буквально не сглупить. Вот если мы говорили про такие рациональные и в то же время теплые энергии, добрые по отношению к вам самим, когда не хочется больше застревать, то и здесь я могу предположить, что вы с чем-то определяетесь. Но какая-то история или какое-то предложение вам тоже может поступить. Хотя, и я бы еще сказала, это вы сами все же можете выбирать новые пути в плане денег, заработка, откуда к вам приходят финансы. И что случится, нулевой аркан? Здесь может, правда, прийти какая-то новость, когда, ну, даже если вы где-то прежде предполагали, что что-то подобное может произойти, но вам в это не верилось, или вам это казалось какой-то глупостью, или тем, что это никогда не произойдет. Вот какая-то метаморфоза все же может быть. Нулевой аркан. По нему возможно все. Но для вас, мои дорогие, это возможности. Ведь это карта хорошего настроения. Это карта, кстати, путешествий, вдохновения, когда у нас как новые силы появляются, а также больше бодрости, больше желаний как таковых, может быть, и видеть мир, может быть, себя попробовать в новом деле, может быть, от какого-то проекта не отказаться, а сказать себе, а дай-ка, вот правда, попробую, дай-ка рассмотрю, а может быть, из этого что-то интересное и получится. Будьте вообще, мои дорогие стрельцы, внимательны вот к таким или к такого рода озарениям. Здесь может храниться или таиться рациональное зерно, но в то же время вот в этой колоде карт наша девушка, у нее как будто что-то получилось, да? У нее как будто жизнь начинается с чистого листа. Явно она чем-то восторжена. Или что-то у нее тут такое особенное случается или какая-то возможность. И она хочет ощутить вот это чувство полета. И она чуть-чуть изгибается назад и держится она за какой-то сухой сук, мои дорогие. А вот этот предмет, это прообраз Грааля, очень ценное.
она где-то так не очень рационально держит над вот этим омутом. И обратите внимание, уже какие-то силы словно начинают действовать. Поэтому сглупить мы явно не должны, упустить что-то из своих рук тоже не должны. Ну вот где-то будьте осмотрительны. Но для кого-то из вас эта карта будет даже говорить о том, что вы, может быть, задумаетесь о том, а не переехать ли мне, не сменить ли мне место жительства. Потому что хочется вам драйва. Что из прошлого или какое дежавю? Вот посмотрите, 2 девятки жезлов. Вот я говорила, заборчик, вот он вам, пожалуйста. И словно наша девушка взяла один жезл из этого заборчика, да, вот этот плетень, вооружилась им на всякий случай. И вот она собирается перешагнуть вот этот забор, чтобы пойти дальше. Но это искусство аккуратных, осторожных шагов. Кстати, эта карта еще говорит, вот то прошлое, которое мы оставляем за спиной, ты сделал все, что мог. И у нее закрыты глаза, она словно готовится, она сосредоточилась. Поэтому и вы, вот такие энергии, я их уже описала, более сосредоточенные. А тут ведь и правда, вы делаете первые шаги навстречу уже каким-то переменам или каким-то новым возможностям. Вы понимаете, что вы сейчас не можете терять время. Хотя раньше вы думали как-то совсем по-другому. Вы что-то тут и не рассматривали. А здесь надоело какое-то отшельничество. Вот буквально так хочется сказать. Давайте узнаем, и к чему это все идет. Я всегда называю эту карту выздоровление или здоровое равнодушие. Обратите внимание. Нет, хоть и говорят, что это, да, это вот сейчас какой-то такой очень сильно эмоциональный и минусовый одновременно момент, когда мы расстроены. А я всегда говорю, нет, это прошлого карта, потому что это уже случилось и произошло. И в этой колоде это более наглядно нам художник продемонстрировал. Обратите внимание, сердце, оно уже не болит. Очень такие глубокие шрамы, 2 шрама. Может быть, и у вас был какой-то повторный опыт, такой тяжелый, где-то граничащий с саморазрушением или с тем, что вам долгий период потребовался для того, чтобы восстановиться. Вот теперь уже заштопано это сердце, оно не болит. Но и карта нам говорит, напоминает, что вот эти шрамы, они никуда не денутся. Это вот тот предыдущий болезненный опыт, который на самом деле нас делает сильнее. И вот эти шрамы будут о себе напоминать именно для того, чтобы мы еще раз не нашли какие-то грабли. Да, это прежде, мы теперь вспоминаем, как нам было больно, как мы кричали буквально от этой боли, и мы с этим ничего не могли поделать, упирались в какую-то стену глухого равнодушия, бессердечия, и мы были один на один с какими-то не просто глубокими разочарованиями, а которые нас именно и выбивали из колеи на какой-то длительный срок. Мы отказывались во что-то верить, но, видимо, время, события, постепенно мы свыкаемся с этой мыслью и, правда, становимся мудрее, и по этой карте, как я говорю, здоровое равнодушие. Мы понимаем, что да, нет смысла сожалеть о том, что мы не можем исправить. Мы принимаем, что да, в моей жизни это произошло. Мы проводим некоторую работу над ошибками. И вот это, когда мы позволяем себе ошибаться, потому что мы люди, 100 раз ошиблись, еще с вами 150 раз ошибемся. Ну куда ты денешься, да? Так вот, это очень важно для самодостаточности, когда мы говорим, ну да, сглупила, например, да, или оплошал. Но теперь буду осторожнее, теперь буду внимательнее. Но это не повод свою жизнь поставить на вечную паузу. Я иду вперед, а эти шрамы – это теперь мои помощники. Вот к чему все идет. Но тут, правда, для кого-то, мои дорогие стрельцы, какое-то дежавю в плане взаимоотношений. И я допускаю, взаимоотношения могут быть и по бизнесу, по работе, или в каких-то контактах. Может, кто-то к вам, сосед, пойдет мириться, например. Но я так банально, для примера.
но вроде бы есть человек, который заглядывает в ваши глаза, пытаясь выяснить, а готовы ли вы к какому-то дежавю. Или, с другой стороны, опять же, мы все разные, и обстановка у каждого тоже своя. Вы тоже можете, вот переосмысляя прошлое, оставлять его уже где-то за своими плечами, понимая, что нет, какой бы ни был сложный предыдущий путь, я все-таки иду вперед. И, может быть, когда я сделал все, что мог, вы можете себе сказать, и это тоже будет как точка невозврата к прошлому. Как изменится ваша жизнь? Изменится жизнь в первых дней июля. Праздник после победы. Вот все то, что я говорила, правда? Наверное, победа приходит к тому, кто перестает ждать, перестает надеяться. У Анны Ахматовой есть такие слова. Вы знаете, что такое пытка надеждой? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходит с ума. Ну, мои дорогие стрельцы, вот где-то весь наш расклад можно к этой цитате подвести. И правда, праздник Победы будет. Первый праздник – это когда вы выздоравливаете, хочется сказать так. Ладно, сфера ваших достижений, король жезлов. Ну, с места в карьер мы не торопимся, это точно. У кого-то будут согласования еще и по документам или в каких-то важных инстанциях, может быть, с людьми, которые отчасти наделены властью, занимают какой-то пост. Но не торопиться, не попасть на какую-то удочку будет тоже важно, потому что это харизматичный лидер. Вот будьте сами харизматичными лидерами, и неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Король жезлов просто это та персона, которая, да, вас может вдохновить. Или это та персона, которая может вам даже дать где-то дельный совет. Но все же это больше карта руководителя. Тот, кто отдает указания, приказы и так далее. Но сам-то он не участвует. Он на своей волне. Он ведь лидер. Он не должен делать за кого-то чужую работу. Поэтому в равной степени эта карта относится и к вам. Не нужно выполнять ту работу, которую призван выполнить человек. Может быть, это у человека его какой-то путь проб и ошибок, а у вас свои какие-то задачи. Но и с другой стороны, будьте внимательны к обещаниям. Здесь тоже можно что-то красиво говорить, но делать придется вам что-то самому. Финансовая энергия. Но нам ведь уже сказали, что да, вот как бы есть тенденция или к получению денег, или вообще как-то выходу из подвешенной ситуации или какого-то тупика финансового, мои дорогие. Но по пятерке пентаклей здесь нужно правильные действия, ведь это всегда карта недостатка. Поэтому просчитывайте наперед, куда вы собираетесь тратить деньги, чтобы не было, опять же, каких-то разочарований. По этой карте и идет также недостаток взаимопонимания. Может быть, у кого-то из вас придется для того, чтобы окончательно закрыть какую-то тему, какой-то вопрос, ну вот так слегка подвинуться в деньгах. Именно когда есть какая-то выгода, чтобы завершить какую-то ситуацию, которая близка к разрушению или которая вам напоминает, может быть, прежде был какой-то печальный опыт. Я тут у каждого по-своему. Кто-то скажет «нет», например, если, к примеру, есть люди, которым вы все время помогаете. Я могу допустить, что вы скажете «нет». Хотя бы с той позиции мы смотрим на финансы. Сэкономил, 2 раза заработал. Нет, я не буду, допустим, помогать тому, кто завтра поворачивается ко мне спиной. Почему нет? И тогда человек останется недовольный. Единственная карта говорит, все равно конфронтации не должно быть. Нам должно быть, а вот никак. Безэмоционально, мы об этом с вами говорили. И даже если есть такое у вас чувство, ага, вот вернулся, а сколько тебе добра я сделал или сделала, тем не менее, есть такое желание, знаете, как бы ответить правдой наотмашь. Ну, как Марк Твен сказал, правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце, да, вот так по лицу. Вам не должно быть где-то сковано и неловко, неудобно. На завтра тому человеку, которому говорите, сегодня нет. Вот на завтра ему сказать «здравствуйте». Вот такой тонкий нюанс, мои дорогие. Поэтому тут конфронтация все-таки не нужна. Вот поэтому все ваши
где-то отказы или согласия нужно делать элегантно, но и оставляйте за собой запасной аэродром. Вы не должны себя в ноль, в минус, как обесточить. К финансам все-таки особенное внимание. Любовь и личная жизнь. Но завершение, правда, какой-то ситуации. Именно почему? То, что не откликается в наш адрес по разным причинам. У кого-то человек вот именно так повел себя, а у кого-то человека нет, но вы долгое время ждали. И опять же, у каждого своя история. Мы принимаем правду такая, какая она есть. Мы просто идем вперед. Прощаем себя за ошибки. И 8 чаш, она где-то, знаете, граничит с энергетикой, вот как отшельника. Вам никто не мешает, мои дорогие стрельцы. Но как отшельник, он идет своим путем, своей дорогой. Это мудрец с большим жизненным опытом. Ну вот что-то подобное может проиграться. По этой карте мы ищем выход или делаем выбор. Выбор мы делаем уже в конечном итоге, себя ставя на первое место. Но это делаем элегантно. Мы по этой карте уже никому ничего не доказываем. А если нужно найти выход из патовой ситуации, то вы его все равно находите. И верхняя карта, 4 жезлов, праздник после победы. Конечно, тут у каждого по-своему. Мы ведь все же тоже разные. Может быть и есть, я допускаю, те взаимоотношения, которые нужно продолжать. Или как новый виток взаимоотношений. И я допускаю, если вы и человек, взаимообмен, да, вот есть, то тогда мы можем начать словно с чистого листа. И мы не вспоминаем уже былое друг другу. Но все же, насколько откровенными могут быть разговоры, беседы, когда восстановятся именно искренние отношения или придут искренние отношения взамен какой-то заинтересованности. Потому что если строиться на интересе, ну, мы понимаем, сегодня интерес есть, завтра он изменился или закончился, и мы снова можем где-то оказаться в разочарованиях. Вот поэтому тут действительно есть какая-то персона или какая-то история для вас, мои дорогие стрельцы, которая спешит в вашу жизнь. Может быть, и вы спешите с чем-то разобраться, и у вас это получается. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. Я благодарю вас за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.